2002 году Голливуд выпустил блокбастер «К-19. Оставляющая вдов» с Харрисоном Фордом в главной роли. Нам показали красивую, драматичную сказку. Советская атомная подлодка терпит бедствие в Атлантике. Американские эсминцы берут ее в кольцо, перехватывают мольбы о помощи, а гордый советский капитан отказывается от спасения НАТО ради военной тайны. Миллионы людей поверили в эту версию. Но реальность оказалась гораздо страшнее любого голливудского сценария. В 2021 году Агентство национальной безопасности Соединенные Штаты Америки рассекретило внутренний меморандум под названием «The Widowmaker». Этот документ полностью разрушил киношный миф. В день катастрофы американская радиоэлектронная разведка находилась в состоянии слепого пятна. НАТО не знало ни о чем. Никто не спешил на помощь. А внутри стального цилиндра, на глубине северных морей, разворачивался настоящий боди-хоррор. 8 молодых парней, самому старшему из которых было чуть за 20, добровольно шагнули в радиоактивное пекло, где температура достигала 140 градусов. Они шагнули туда в обычных резиновых дождевиках, зная, что жить им осталось считанные дни. За 30 лет службы этот подводный крейсер унесет жизни 60 человек. Его будут таранить, он будет гореть. Он будет облучать своих создателей. В военно-морском флоте лодка получит зловещее прозвище «Хиросима». Сегодня мы откроем закрытые архивы ЦРУ и документы физиков Стэнфордского университета, чтобы рассказать подлинную историю атомной подводной лодки К-19. Историю о фатальных ошибках, государственном предательстве и о том, как радиационная смерть 8 моряков случайно спасла все человечество от Третьей мировой войны. Конец 1950-х годов. Холодная война переходит в новую, самую опасную фазу. Соединенные Штаты Америки совершают технологический рывок. Они успешно скрещивают атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Теперь американская субмарина может скрытно подойти к берегам СССР и стереть с лица земли целый город. Никита Хрущев требует от конструкторов немедленного ответа. Стране нужен ядерный паритет любой ценой. И цена была назначена. Проект 658 – первый советский атомный ракетоносец. Строительство лодки К-19 развернулось в 50-м цехе завода «Севмаш» в Северодвинске. Архитектура лодки была сплошным компромиссом. Инженеры взяли старый корпус торпедной субмарины и буквально врезали в него 3 гигантские шахты для ракет с ядерными боеголовками. Дальность этих ракет была ничтожной – всего 650 километров. Это означало, что в случае войны К-19 должна была подойти вплотную к восточному побережью Соединенные Штаты Америки. Де-факто это был билет в один конец. Сроки горели. Партийное руководство гнало план, наплевав на базовые нормы безопасности. Лодка начала убивать людей еще до того, как коснулась воды. Ноябрь 1958 года. При сварке балластных цистерн вспыхивает изоляция. 2 монтажника сгорают заживо. Спустя несколько месяцев новая трагедия. 6 женщин-маляров отправляют обклеивать внутреннюю часть цистерны для питьевой воды резиной. Принудительной вентиляции нет. Женщины задыхаются от токсичных паров промышленного клея. Погибли все 6. Затем срывается многотонная крышка ракетной шахты, раздавив насмерть матроса. Инженер срывается в пролет между отсеками и разбивается. 11 трупов. 11 человек погибли просто при сборке лодки. А 11 октября 1959 года, в день торжественного спуска на воду, происходит то, от чего побледнел каждый суеверный моряк на верфи. Капитан 3-го ранга Панов с размаху бьет традиционную бутылку шампанского о корму крейсера. Но бутылка попадает в мягкое резиновое антигидролокационное покрытие и отскакивает, не разбившись. Для подводников это был приговор. Экипаж начал шептаться, что лодка проклята. Именно тогда она получила свое неформальное имя — Хиросима.
Осенью 1960 года К-19 выходит на государственные испытания. Командует лодкой капитан первого ранга Николай Затеев. Он видит, что корабль абсолютно сырой. Вибрации, шумы, постоянные отказы оборудования. Затеев пишет рапорты о неготовности крейсера, но штаб БМФ методично их отклоняет. Москве нужна готовая лодка к партийному съезду. Именно на этих испытаниях была заложена бомба замедленного действия. Во время тестового пуска водоводяного реактора ВМА происходит сбой манометров первичного контура охлаждения. Датчики показывают заниженное давление. Инженер-оператор, доверяя сломанным приборам, продолжает нагнетать воду насосами. Давление в трубах достигает 400 атмосфер, при том, что проектный максимум составлял всего 200. Трубы первичного контура не лопнули сразу, но колоссальный перегруз оставил в металле микроскопические капиллярные трещины. Понимая, что за такую ошибку грозит трибунал, инженер умышленно скрывает этот факт от командования. Подводный крейсер принимает в состав флота с поврежденным реактором. Бомба начала тикать. 18 июня 1961 года. К-19 выходит в свое первое автономное боевое патрулирование в Северную Атлантику. Лодка играет роль условного противника в крупнейших учениях Военно-морской флот СССР. 4 июля. 4:15 утра. Координаты близки к острову Ян Майен и базе НАТО в Гренландии. Истонченная труба первичного контура охлаждения правого реактора лопается. Давление охлаждающей жидкости мгновенно падает до нуля. Циркуляционные насосы блокируются. Автоматика защиты срабатывает штатно. Поглощающие стержни падают вниз, обрывая цепную реакцию деления урана. Казалось бы, опасность миновала? Нет. Законы ядерной физики беспощадны. Даже после остановки реактора продукты распада урана продолжают выделять гигантское количество так называемого остаточного тепла. Без циркуляции воды реактор начинает пожирать сам себя. Оставшаяся внутри вода мгновенно выкипает. Температура топливных сборок неконтролируемо летит вверх. 400 градусов, 600, 800 градусов по Цельсию. До точки плавления урана остаются считанные градусы. Если активная зона расплавится, раскаленная масса прожжет днище подлодки. Контакт 1000 градусов с ледяной океанской водой вызовет колоссальный паровой взрыв. И все это у границ территориальных вод НАТО. Всего за месяц до возведения Берлинской стены на пике холодной войны. Радиационный выброс или подводный взрыв был бы со 100% вероятностью расценен Пентагоном как ядерная атака. Это был бы автоматический старт Третьей мировой войны. А капитан Затеев даже не мог запросить Москву. Из-за поломки длинноволновой антенны К-19 осталась без связи с материком. У советской лодки не было дублирующей системы аварийного охлаждения. Конструкторы просто не предусмотрели ее, торопясь сдать проект. Затеев принимает единственное возможное чудовищное решение. Он приказывает отправить людей в реакторный отсек. Их было 8. Ударная группа сварщиков и механиков под командованием лейтенанта Бориса Корчилова. Их задача — в полной темноте, в облаках радиоактивного пара, при температуре воздуха 140 градусов, отрезать стальной клапан и приварить к нему трубу от запасов обычной питьевой воды, чтобы вручную запустить охлаждение. Из защиты у них были только изолирующие противогазы и тонкие резиновые химические плащи. Эта резина защищала от пыли, но проникающее гамма-излучение и плотные потоки нейтронов прошивали ее как бумагу. Парни работали посменно, по несколько минут. Согласно расчетам физиков Стэнфордского университета, участники этой операции получили чудовищные дозы облучения – от 50 до 60 зивертов. Для понимания, 5 зивертов – это 100% смертельная доза. Они получили в 10 раз больше. Капитан Затеев в своих закрытых мемуарах описывал страшную картину. Когда моряки выходили из отсека, через 15 минут у них открывалась непрекращающаяся рвота. Их кожа, не прикрытая свинцовыми фартуками, багровела от ядерных ожогов. Тела распухали так сильно, что они не могли открыть глаза. Языки раздувались, блокируя речь. Из корней волос начинала сочиться желтая сукровица.
8 героев предотвратили тепловой взрыв реактора. Но их собственные тела превратились в распадающуюся биологическую массу. Они умирали в агонизирующих муках при полном сохранении сознания. Все 8 скончались в течение следующих нескольких недель. А теперь вернемся к голливудскому мифу. Как же американские эсминцы и перехват радиограмм? Рассекреченный в 2021 году документ АНБ ставит точку. Американцы ничего не знали. Дело в том, что Затеев использовал тактическую УКВ-связь, пытаясь докричаться до советских дизельных лодок поблизости. Ультракороткие волны работают только в пределах прямой радиовидимости. Американские станции прослушивания в Исландии физически не могли поймать этот сигнал из-за кривизны Земли. НАТО было абсолютно слепо. Но самое страшное предательство совершили не внешние враги. Его совершило собственное государство. Капитан Затеев представил погибших героев к высшему званию Героя Советского Союза. Но руководство ЦКК ПЦЦ испугалось. Появление в газетах сразу 8 новых героев посмертно вызвало бы подозрения у западных спецслужб. 5 августа 1961 года статус наград тайно понизили до орденов Ленина и Красного Знамени. Чтобы скрыть этот указ, в тот же самый день с колоссальной помпой звание героя вручили космонавту Герману Титову. Полет в космос стал идеальным информационным шумом, заглушившим крики умирающих подводников. Но бюрократическая машина пошла еще дальше. 27 сентября 1961 года официальная медицинская комиссия Министерства обороны совершает подлог. Всем выжившим ликвидаторам, вытаскивавшим товарищей из отсека и получившим тяжелые дозы радиации, ставят фиктивный диагноз – астеновегетативный синдром. Грубо говоря, нервное расстройство и утомляемость. Слово «лучевая болезнь» было под строжайшим запретом. Из-за этого подлога выжившие моряки были лишены инвалидных выплат, социальных льгот и лечения в профильных радиологических клиниках почти до самого распада СССР. А вдовам погибших выдавали бумажку с безликой фразой «погиб при исполнении служебных обязанностей». Их даже не хоронили в открытых гробах. Трагедия К-19 могла бы остаться лишь темной страницей военно-морской истории. Но у этой аварии было одно невероятное, скрытое последствие, о котором знают единицы. Это настоящий парадокс истории. Среди офицеров на борту К-19 в тот роковой день находился дублер командира, капитан 2-го ранга Василий Архипов. Он своими глазами видел радиационный коллапс. Он видел, во что превратились тела его молодых товарищей из-за ядерных технологий. Эта травма навсегда отпечаталась в его психике. Прошел год. Октябрь 1962 года. Планета замерла на грани уничтожения. Разгар Карибского кризиса. Василий Архипов находится на борту советской дизельной подлодки Б-59 в Саргассовом море. Лодка окружена американскими эсминцами, которые сбрасывают сигнальные глубинные бомбы, заставляя субмарину всплыть. На борту Б-59 жара, нехватка кислорода и полное отсутствие связи с Москвой. Командир лодки Валентин Савицкий решает, что Третья мировая война уже началась. У него сдают нервы. Он приказывает зарядить в торпедный аппарат ядерную торпеду мощностью 15 килотонн, чтобы уничтожить американский авианосец. По протоколу для пуска ядерного оружия требовалось единогласное согласие 3 старших офицеров. Командир Савицкий – за. Замполит Масленников – за. Третьим был начальник штаба бригады Василий Архипов. Обладая непререкаемым авторитетом после выживания на К-19, Архипов накладывает жесткое вето. Он вступает в конфликт с командиром и убеждает его всплыть на поверхность. Историки спецслужб сегодня сходятся в одном. Именно посттравматический синдром Архипова, его воспоминания о заживо разлагающихся друзьях на К-19 создали в нем экзистенциальный иммунитет к применению ядерного оружия. Если бы Архипов не прошел через ад операции на Вдоводельце, он бы подчинился приказу. Нью-Йорк, Москва, Лондон превратились бы в пепел.
Те 8 парней, что сгорели в реакторном отсеке в 1961 году, своими жизнями купили выдержку одному человеку, который в 1962 спас все человечество. Архипов умрет в 1998 году от рака почек. Последствия облучения на К-19. Вы думаете, после аварии 1961 года лодку списали? Как бы не так. Сильно зараженный реакторный отсек просто вырезали целиком, вварили новый и снова отправили лодку в море. А старый фонящий реактор с невыгруженным топливом военные тайно затопили в Карском море у берегов Новой Земли, где он покоится и отравляет дно Арктики до сих пор. К-19 продолжила собирать свою кровавую жатву. 15 ноября 1969 года в Баренцевом море К-19 на глубине 60 метров совершает маневр «Сумасшедший Иван». Резкий разворот, чтобы проверить слепую зону гидроакустики позади себя. В этот момент она на полном ходу таранит американскую атомную подлодку-шпион USS Гато. Удар был такой силы, что титановые крышки торпедных аппаратов К-19 смяло в гармошку. На американской субмарине началась паника. Командир торпедной группы был в шаге от запуска боевых торпед по советской лодке. Лишь чудо и экстренное всплытие К-19 предотвратило подводный бой. А 24 февраля 1972 года проклятие лодки проявилось в 3-й раз. В 9-м отсеке гидравлическая жидкость под давлением брызнула на раскаленный фильтр очистки воздуха. Произошел объемный взрыв и страшный пожар. Огонь и угарный газ отрезали кормовой 10-й отсек. В нем оказались заживо замурованы 12 подводников. В абсолютной темноте, при температуре 5 градусов, без еды и вентиляции, собирая губами конденсат со стен, они выживали долгих 24 дня, пока наверху бушевал жестокий зимний шторм, а корабли пытались взять К-19 на буксир. В той катастрофе погибло 28 членов экипажа и 2 спасателей, смытых волной в океан. Атомная подводная лодка К-19 была списана в резерв лишь в 1990 году, а в 2003 ее окончательно распилили на металлолом. От нее осталась только рубка, сохраненная как монумент. История проекта 658 — это не просто перечень технических поломок. Это архитектура катастрофы, в фундаменте которой лежала политическая спешка и абсолютное пренебрежение к человеческой жизни. Советский Союз вступил в ядерную гонку, форсируя технологии, которые сам до конца не понимал. В этой гонке моряки-подводники рассматривались как расходный материал, как биологический щит для несовершенных механизмов. Государство пыталось стереть память об их подвиге, фальсифицируя медицинские карты и подменяя награды, чтобы не показать свою слабость перед западной разведкой. Разведкой, которая, как мы теперь знаем, даже не смотрела в их сторону. Но правда, зафиксированная в радиоактивных дозиметрах и памяти выживших, оказалась прочнее любых секретных грифов. Трагедия К-19 — это вечное напоминание о том, что происходит, когда политические амбиции сверхдержавы ставятся выше ценности человеческой жизни. Как вы считаете, был ли у капитана Затеева другой выбор в то роковое утро? И можно ли оправдать государственную ложь необходимостью сохранения военной тайны? Напишите ваше мнение в комментариях, я читаю все из них. Если этот выпуск заставил вас по-новому взглянуть на историю Холодной войны, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждут новые документы и нераскрытые тайны. С вами был канал Код доступа. Доступ разрешен. До встречи.